Добрый день, добрый вечер и доброе утро, дорогие автолюбители. Это канал Экокар и его ведущая Арина. Как вы, скорее всего, заметили, мы в другой стране, но мы все равно продолжаем делать для вас объективный контент, и поэтому мы сняли это видео. О некоторых причинах, нужно ли вам вообще покупать электромобиль и стоит ли вообще об этом задумываться. Первая и самая главная причина задуматься, нужен ли вам электромобиль, это отсутствие своей точки для его зарядки. Она может быть в частном доме, на парковке, или вы смогли вывести розетку из квартиры. Кстати, в комментариях вы можете дать идеи, какие есть варианты установить собственную точку для зарядки электромобиля. Даже если по городу много заправочных станций или у вас во дворе стоит общественная заправочная станция, это не значит, что в нужный вам момент, когда необходимо срочно зарядиться, вы сможете это сделать. В этот момент часто может реализоваться так называемый закон подлости, а именно очереди из таких же владельцев электромобиля, как вы, или вообще зарядная станция будет в нерабочем состоянии. В этом случае вам придется либо ждать, либо искать другую станцию, где вас может ждать такой же сюрприз. И простая вроде бы вещь зарядить электромобиль превратится в непростую. А если у вашего электромобиля еще батарея будет с минимальным зарядом, то это вообще может получиться приключение с вызовом эвакуатора. Поэтому еще раз повторю, мы рекомендуем еще раз подумать, покупать электромобиль или нет, если у вас нет доступа к зарядке 24 часа в сутки. Вторая причина не покупать электромобиль, если вы постоянно передвигаетесь на длинные расстояния. Но стоит учесть, что эта причина действует при условии, если в вашей стране или на маршруте, по которому вы будете ездить, отсутствует инфраструктура с быстрыми зарядными станциями. Например, по нашим данным, в Белоруссии, Молдове и Украине для владельцев электромобилей созданы все условия. И в этих странах передвижение на длинные расстояния не вызывают проблем. Сейчас на экране мы показываем плотность расположения зарядных станций в странах бывшего Союза. Третья причина задуматься о покупке электромобиля – это отсутствие официального сервиса на большинство марок электромобилей. Это означает, что в случае поломки электромобиля вам придется подбирать запчасти на базаре, если это касается ходовой, или заказывать их из страны производителя, а это займет какое-то время. Но если, не дай бог, поломка связана с электроникой, то это уже будет большая проблема. Хотя, опять же, проведя анализ, можем сказать, в некоторых странах, например, в той же Украине или Беларуси, или России, уже есть сервисные центры, которые ремонтируют почти все виды электромобилей, а некоторые даже русифицируют. Четвертая причина – это постоянный контроль уровня заряда. И если у вас будут незапланированные поездки, а заряд батареи не позволит вам ее немедленно совершить, например, у вас зарядка с остатком езды на 150 км, а дорога будет занимать 230 км, то тогда в случае отсутствия станции быстрой зарядки вам придется отложить данную поездку на время до зарядки. В случае нашего примера это от 4 до 5 часов. При зарядке от обычной розетки. Пятая причина и последняя в данном ролике – это погода, а именно, когда холодно, у электромобиля уменьшается запас хода. Во-первых, потому что в салоне работает печка, которая запирает электроэнергию. Во-вторых, часть энергии затрачивается на отопление батареи, если, конечно, отопление установлено. То есть потеря электроэнергии происходит быстрее, и батарея даже в режиме парковки разряжается из-за отрицательной температуры. А когда на улице жарко, то чаще всего в салоне включен кондиционер, который, стоит отметить, потребляет энергии меньше, чем печка, а также работает охлаждение батареи, которое на сегодняшний момент устанавливается на все электромобили. В конце этого видео хочется подчеркнуть, что все указанные причины носят временный характер, и по истечению какого-то срока они могут потерять свою актуальность. Кроме того, есть и такие владельцы электромобилей, которых не испугали перечисленные проблемы, связанные с владением электромобиля. Например, в нашем городе вообще нет ни одной электрозаправочной станции. Передвигаться на длинные расстояния мы тоже не можем. И специализирующихся на электромобилях СТО у нас в городе тоже нет. Но когда-то в 90-е автолюбители боялись покупать иномарки, а потом
автомобилей на автоматической коробке передач. Так что тут, как говорится, каждому свое. Представьте, что тут закрывается боковое стекло. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Спасибо за внимание. Ну а я вас люблю. Всем пока!